Дорогие друзья, вас приветствует канал «Домашняя кухня». Друзья, всем привет! Сегодня с вами готовим очень вкусный и простой супчик, который можно приготовить буквально за 20 минут. Сейчас у меня на плите закипает 1 литр воды, а супчик наш будет из горбуши. У меня тут консервная банка, в ней горбуша, правда, больше сока из горбуши, чем самой горбуши. Ну, ладно, не суть. Значит, что нам для этого понадобится? 3 картофелины, 1 луковица, 1 морковь, 2 листа лавровых, чайная ложка соли, 2 горошины душистого перца, 10-15 горошин черного перца. И вот у меня такие отросточки от укропа. В суп они очень даже хорошо пойдут, их даже не надо нарезать, вот просто целыми опустить, чтобы они дали аромат. Сначала мы займемся нарезкой овощей. Нарежем кубиком лук, морковь, как всегда, я режу на четвертинки, и на брусочки нарежем картофель. Итак, приступим. Итак, нарежем морковь. Разрежем пополам для удобства и на 4 части. И теперь тоненькими слайсами. Теперь лук нарежем. Мелкими кубиками. Теперь на брусочки порежем картофель. Разрежем картофелину пополам. Теперь вот на такие кусочки и поперек. Вот такие длинненькие кусочки. Вода вскипела в кастрюле, мы опускаем в нее нарезанный картофель. Помешаем. Сюда же добавим соль. Размешаем. Друзья, пока варится картофель, на разогретую сковороду с маслом выложим нарезанный лук и морковь и обжарим их до прозрачности лука, после чего переложим все в кастрюльку с картошкой. Обжарить нам надо до состояния прозрачности, то есть не зажаривать лук до коричневой золотистой корочки, а просто довести его до состояния такого прозрачного цвета. Итак, перекладываем вместе с маслом овощи. Это сделает наш суп насыщенным, вкусным, потому что масло впитало в себя все соки лука и моркови. Помешаем суп. Видите, какой он у нас прозрачный, потому что мы с картофеля своевременно сняли пену. Теперь в супчик добавим горбушу вместе с содержимым банки, то есть сок мы не выливаем. Выливаем сначала сок и потом саму горбушу. Размешаем и теперь даем возможность покипеть супу вместе с горбушей, со всеми овощами еще минут 5-10, для того, чтобы объединить все вкусы.
Друзья, вот такой супчик получился. Ароматный. Как он пахнет, если бы вы только знали. Легкий, вкусный, полезный. Приготовьте, попробуйте. Я уверена, он вам понравится. Всего вам доброго и до новых встреч. Пока-пока. Дорогие друзья, благодарю вас за подписку на канал, за лайки и отзывы. Готовьте с удовольствием. Всем здоровья и процветания!